Приветствую всех на своем канале. Пельмени из клейкой рисовой муки. Я называю их пенси из клейкого рисового сорта чапсари. Его форма похожа на рисовый пигоди. Вкус действительно интересный, а его приготовление очень простое. Итак, начнем. Делаю вначале начинку для рисовых пельменей. Подготовила фарш заранее и режу лук репчатый, очень мелко. Кладу в мясной фарш и 2 зубчика чеснока придавливаю сначала ножом и меленько рублю. Также кладу начинку. Заправляем все. Кладу немного соевого соуса, сливовый сироп, кунжутное масло. Кладу немножко молотого кориандра и черный перец. По вкусу своему добавляю соль и все это хорошенько перемешиваю. У меня часто спрашивают, чем же заменить сливовый сироп. По вкусу альтернативы нет. Можно только добавить чуть-чуть меда вместо сиропа. Для теста использую рисовую муку с высокой клейковиной, чапсари по-корейски. В нее добавляю простую рисовую муку, совсем немного. Солю и слегка перемешиваю муку. Наливаю в муку горячую воду, но не кипяток, и замешиваю тесто. Рисовая мука хорошо впитывает воду, поэтому добавляйте воды понемногу и не все сразу. Тесто рисовое само по себе очень рассыпчатое и капризное при лепке, поэтому беру небольшой кусочек теста и обвариваю его в микроволновке на 30-40 секунд. Или можно сварить этот кусочек теста. Добавляю этот кусочек в общее тесто и обминаю его хорошенько. Теперь тесто становится более пластичным и эластичным. Так как тесто быстро обсыхает, кладем его в пакет и сразу же нужно лепить, пока оно теплое. Ставлю на огонь куриный бульон и пока он закипит, быстро налеплю пельмени. Отрываю небольшой кусочек теста, слегка обминаю и скатываю в гладкий шарик, чтобы не было трещинок мелких, плотно прижимаю кусочек теста. Делаю небольшое углубление посередине в виде чаши. Кладу начинку посередине и закрываю ее. В отличие от простых пельменей, рисовые пельмени тяжело раскатать тонко, так как при лепке они будут рваться. Тесто рисовое не пластичное, и поэтому его не растягиваю, а закрепляю аккуратненько. Впрочем, лепится все равно несложно и очень быстро. Залепляю пельмени, как вареники в виде полумесяца. Пельмени нужно же сразу же отваривать или пропарить в мантоварке. В морозильнике можно хранить только отваренные готовые пельмени, так как с сыром они быстро обсыхают и начинают трескаться. Варить пельмени можно на простой воде или на бульоне. Кладу морковь и картофель мелко нарезанный в кипящий бульон и сразу же кидаю туда пельмени аккуратненько. Сразу же перемешиваю их, чтобы они не прилипли друг к другу. Не забываем, что они очень клейкие. И все. Дальше не мешаю, даю им самим всплыть на поверхность. Варятся пельмени недолго, 5-7 минут на сильном огне. Выкладываю пельмени на глубокую тарелку с небольшим количеством бульона, наваристого, ароматного. Можно затем посыпать зеленью. И все готово. Для меня пельмени из рисовой муки настоящая находка. Да, конечно, повозиться придется, но в результате получаются такие вкусные необычные пельмени. Тесто очень нежное, мягкое, слегка клейкое и жевательное. Порадуйте своих таким оригинальным блюдом, а меня порадуйте своими лайками и комментариями по этому видео. С вами была Наталья. Пока-пока!